Всем привет, я Даша, и вы в рубрике «Даша Техника». В этом видео я хочу вам поподробнее рассказать про советские атомные фантазии. Какие-то из них реализовались, какие-то так и остались фантазиями, а какие-то вообще оказались первоапрельскими шутками. Так что давайте поподробнее во всем разбираться. Поехали! Советские атомные фантазии. В этом видео я покажу самые смелые идеи о применении атомных технологий. Некоторые стали реальностью, но какие-то так и остались смелыми мечтами. 29 августа 1949 года в 7 утра на Семипалатинском полигоне произошло успешное испытание первой в СССР атомной бомбы. Бомба носила кодовое наименование РДС-1, что означало реактивный двигатель специальный, чтобы никто не догадался. А если быть совсем точным, то РДС-1 – это не бомба, а ядерно-взрывное устройство. Уже потом для него был создан баллистический корпус авиабомбы, изделие номер 501, адаптированное для бомбардировщиков Ту-4. В конструкции РДС-1 есть то, что можно назвать глазами, и они не встречаются нигде больше. А в чем их назначение? Они предназначены для гарантированного подрыва при помощи радиодатчиков. Здесь есть антенны радиодатчиков подрыва. Система дублирована, что является основным требованием ко всей военной технике. Создание РДС-1 дало толчок развитию новых направлений фундаментальной прикладной науки, появлению новых отраслей промышленности и заложило научные школы. Оно стало фундаментом сохраняющегося и сегодня технологического лидерства атомной отрасли в России во многих отраслях науки и производства. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Бомба АН-602 или же изделие 602, взорванное над полигоном на Новой Земле по замыслу советского руководства, должна была ясно показать Западу, что дни его превосходства в ядерном оружии остались в прошлом. Мощность термоядерного устройства была чудовищной. Она составляла 57 мегатонн, а по другим источникам и 58 в тротиловом эквиваленте. Кроме пропагандистских целей, испытание имело и вполне практическое значение. Советским ученым необходимо было экспериментально проверить свои теоретические выкладки, связанные с конструкцией термоядерных боеприпасов и расчетом мощности их взрыва. И в результате этого эксперимента было доказано, что мощность термоядерного оружия является неограниченной. Изначально мощность боеприпаса хотели вообще довести до 100 мегатонн, но затем у физиков возникли опасения относительно излишнего радиационного заражения, к которому может привести такой заряд, и поэтому мощность бомбы решено было уменьшить вдвое. И сам Хрущев потом шутил, что, мол, планировали взорвать 100 мегатонн, но побоялись за окна в Москве. Примерно в 50-е годы в СССР и США начались работы над созданием термоядерного оружия, а в конце 1952 года американцы успешно испытали первую водородную бомбу, а через 8 месяцев подобное оружие появилось и у Советского Союза. Следует отметить, что советская бомба имела более совершенную конструкцию, ее можно было использовать на практике. Термоядерное оружие прекрасно вписывалось в советскую концепцию асимметричного ответного удара, ибо мощность его теоретически была неограниченной. Также следует понимать, что Советский Союз занимался разработкой сверхмощных боеприпасов не от хорошей жизни. Если говорить честно, то главным элементом советской стратегии асимметричного ответа, конечно же, было устрашение. Доставить АН-602 на территорию США Ту-95 попросту не мог. Из-за значительной массы боеприпаса он просто не долетел бы до цели. После совершенствования отечественных межконтинентальных ракет потребность в супермощных ядерных зарядах пропала. Гораздо выгоднее было донести до территории противника десяток боеголовок со сравнительно небольшими зарядами, чем одного многомегатонного монстра. А теперь давайте взглянем на другие проекты более-менее мирного назначения, которые породила атомная революция. Со временем ученые в СССР и в США все яснее стали понимать, какой разрушительной силой обладает энергия деления атома. И в конце 40-х по обе стороны океана задумались над тем, как можно было бы использовать ее в мирных целях. Хотя исследования в этой области в Штатах начались на несколько лет раньше, чем в Союзе, мирную ядерную гонку выиграл СССР во многом благодаря Игорю Курчатову. С самого момента начала массовой мировой электрификации ученые умы искали способы самого дешевого, безопасного и эффективного способа добычи этого ценного ресурса. Было проведено бесчисленное количество экспериментов, которые в итоге привели человечество на порог освоения ядерной энергии.
Несколько лет Курчатов посвятил исследованиям, конструкторским работам и строительству экспериментальных установок. И в 1952 году под его руководством в Калужской области начали строить первую в мире атомную электростанцию – Обнинскую АЭС. Придуманный Курчатовым и его коллегами атомный реактор по сути представлял собой гигантский паровой двигатель, только работал он не от сжигания угля, а благодаря энергии распада. 26 июня 1954 года – это дата, которая стала знаковой для всего человечества, и в этот день заработала первая в мире атомная электростанция – Обнинская АЭС. Эта станция стала символом технологического прорыва и продемонстрировала возможности использования ядерной энергии в мирных целях. И уже на следующий день ее подключили к энергосистеме СССР. На станции все годы ее работы проводили различные исследования, в основном эксперименты с изотопами. Там же тренировались экипажи атомных подводных лодок. Спустя 2 года станцию открыли для зарубежных делегаций. Ученые и туристы из разных стран приезжали ради того, чтобы увидеть, как работает первая в мире атомная электростанция. А в 2000 году станция выработала свой ресурс. В 2002 году реактор заглушили, и АЭС стала музеем. А это первый рабочий образец атомного вездехода ТЭС-3. Он был готов к 1960 году, а платформой для него послужил тяжелый советский танк Т-10. Разработкой базы для него занималась ОКБ Кировского завода, в котором количество катков в танковом шасси было увеличено до 10 единиц, а гусеничное полотно заменено на более широкое, что позволило добиться допустимого удельного давления на грунт при передвижении 200-тонного вездехода. Весь комплекс базировался на 4 платформах, в одной из которых занимал свое место двухконтурный гетерогенный водоводяной реактор, развивающий электрическую мощность до 1,5 мегаватт. В 3 других же расположили турбины, генератор, пульт управления и различное дополнительное оборудование. И, судя по названию, становится очевидно, что это не первая подобная установка, разработанная в СССР. ТЭС-3 поступила в опытную эксплуатацию в 1961 году, основными задачами которой стало выявление недочетов и проверка эффективности новой компоновки. Несмотря на неплохие результаты, верхушка партии посчитала, что такие комплексы стране не нужны, и в скором времени проект был законсервирован. Однако к 80-м годам работы над ним продолжились, правда, уже немного в другом виде. А перед вами проект подземной лодки, и идея принадлежит инженеру и конструктору Александру Требелову, и он долгое время изучал движение кротов, которые рыли норы с большой скоростью. Ученый понял, что создать такой проект вполне реально, если использовать неограниченный доступ энергии. Прототип был построен, у него были фрезы и твердосплавный бур, и домкраты на задней части, которые толкали его вперед. В ходе испытаний аппарат часто ломался, а ремонт стоил очень дорого, поэтому проект было решено закрыть. Перед вами проект атомного вертолета. Развитие вертолетостроения и освоение ядерной энергетики проходили в одно и то же время, и в конце 50-х годов ученые предложили их объединить. По мнению людей науки, атомный двигатель мог помочь вертолету перевозить более тяжелые грузы на более дальние расстояния. Однако идея не получила права на развитие и осталась только в чертежах. А это атомный ледокол «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. И построен он в Адмиралтейском заводе в Ленинграде. В его создании принимали участие более 500 предприятий и учреждений СССР. Введен он в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. А в течение следующих 30 лет он обеспечивал навигацию на Северном морском пути и служил атомным университетом, где набирался опыт круглогодичных арктических мореплаваний. Совершенствовались технологии и готовились кадры для атомного флота нашей страны. Он провел во льдах Арктики 1000 судов и сам прошел при этом 654 тысячи морских миль, что в 3 с лишним раза превосходит по длине расстояния от Земли до Луны. Был выведен из эксплуатации в 1989 году. В период с 1960 по 70-е годы перед советскими мореходами стояла задача по увеличению периода навигации на Северном морском пути. Изначально проплыть по этим водам можно было только с июля по сентябрь или октябрь. Но в 1959 году был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин», который существенно расширил период навигации. А перед Арктикой стояла еще более амбициозная задача – это поиск коротких путей в высоких широтах и достижение Северного полюса. Судно было собрано на Балтийском заводе в 1972 году, и на тот момент это был самый большой в мире ледокол. Его длина составляла 148 метров, ширина 30 метров, а высота бортов 17 метров, и он мог разламывать 5-метровые глыбы льда и двигаться со скоростью 18 узлов или 33 км в час в свободной воде.
А обе эти модели выполнены в 35 масштабе. А у меня на канале есть видео, где я собираю похожий ледокол, но современный, в 144 масштабе. А в России продолжают проектировать и строить ледоколы. «Арктика» — это отечественный атомный ледокол проекта 222-20. В истории российского атомного флота это второе судно с таким названием, а его предшественник — это советская «Арктика». В 2020 году новая «Арктика» вошла в строй атомного флота, и это головное судно проекта. Его построил Балтийский завод по заказу госкорпорации «Росатом». На возведение корабля потрачено 37 миллиардов рублей. Ледокол предназначен для круглогодичной эксплуатации. Его функции значительны для флота, от самостоятельной проводки судов до выполнения спасательных операций в ледовых условиях и на чистой воде. «Россия» — это головной ледокол проекта 105-10 «Лидер». Его строительство началось в 2020 году на верфи «Звезда» в Приморском крае. И, как сообщается на сайте предприятия, атомоход предназначен для обеспечения круглогодичной проводки коммерческого флота по Северному морскому пути. «Звезда» строит корабль в кооперации с другими предприятиями. Так, Северодвинский центр судоремонта «Звездочка» занимается проектированием валопровода, механизма, передающего вращающий момент от двигателя к гребному винту. В свою очередь, реакторная установка «Ритм-400» создается предприятиями «Росатома». Наверное, никто не станет возражать, если будущая «Волга», производство которой готовит Горьковский автозавод, получит ядерную силовую установку. Главное, чтобы ездила и при этом не фонила. Чем черт не шутит. В конце концов, любое изобретение когда-то становилось и начиналось с фантазии. Другое дело, когда выдумка и правда перемешаны. И не в лихом мосфильмовском блокбастере, а в отечественном образовательном проекте, тем более такой солидной фирмы, как «Росатом». А перед вами экспонат «Волга-Атом». Это макет ГАЗ-М21 «Волга» с 6 колесами в масштабе 1:2. И табличка сообщает, что это макет изготовлен на основе материалов ОАО «ГАЗ». Загвоздка в том, что атомной «Волги» не существовало даже в замыслах. Горьковский автозавод об этом проекте не знает, хотя напрямую был связан с атомной отраслью вплоть до начала 90-х годов. Он выпускал газовые центрифуги для обогащения урана. Ладно бы, если бы в сопроводительной табличке было бы крупно написано, что это фантазия, но нет, сказано, что макет изготовлен на основе материалов ОАО «ГАЗ». И что же подумает нормальный человек? Конечно же, он решит, что в далекие 60-е годы Горьковский автозавод построил шестиколесную атомную «Волгу». Тем более тут все подробно расписали, изобразили схему двигателя и также показали фотографии автомобиля прототипа. И, видимо, чтобы подкрепить значимость проекта атомной «Волги», устроители экспозиции добавили еще и атомный автомобиль Ford Nucleon. Мол, в США тоже пытались, но ничто не вышло. Nucleon не вышел из стадии макета. И это чистой воды фантазия. И, кстати, об этом на стенде тоже ничего не сказано. Так что оставим за рамками вопрос, насколько уместно такое внимание к американским проектам на выставке Росатома. А в появлении экспоната «Волга-Атом», я думаю, нужно благодарить шуточную статью из первоапрельского номера журнала «Популярная механика». А перед вами Ту-95 ЛАЛ самолет-лаборатория, созданный для испытаний с ядерным двигателем. Основной целью данной идеи являлась перспектива создания боевых самолетов, которые могли бы иметь огромную продолжительность и дальность полета. В качестве основных вариантов рассматривались турбореактивные, прямоточные и турбинные двигатели, а в 1961 году было выполнено 34 полета Ту-95 ЛАЛ с ядерной силовой установкой на борту. Она не использовалась в качестве основного двигателя, так как основные цели были другими. На Земле были проведены исследования радиационной обстановки за бортом. Полеты осуществлялись как с холодным, а также и работающим реактором. И вот такой обзор атомных фантазий и реальности у меня получился. А если вам понравилось мое видео, то голосуйте своими комментариями. Смотреть мои видео вы можете на любой удобной для вас площадке, будь то YouTube, Дзен, ВК или Рутюб. Ссылочки есть в описании к видео. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. А на этом канале я рассказываю о технических выставках и событиях.